Давай. Давай. Тогда я коротенький дисклеймер скажу в начале, прежде чем начнем интервью. Изначально мы планировали записать скит, и Колян согласился записать скит, но в процессе мы решили, почему бы нам не сделать из этого интервью, и хивья, как говорится. Про меня. Меня зовут Сергей, я из Томска, живу в Нью-Йорке. Делаю плохой рэп на английском и под именем Risky for Real. И скит, соответственно, предназначался на альбом. Вот. Скит все еще запланирован, но мы начнем интервью. Колян, NDS Flavor, Main Cola. У тебя записан дебютный альбом. У тебя крутой микстейп. Вчера буквально слушал. Жаль, его нет на стримингах. У тебя совместно... Но я потом расскажу об этом. Круто. Обязательно поговорим. Совместный релиз с Герри. У вас плотный тандем с Герри. Тоже про это хотел бы спросить. Если я что-то упустил, дай знать. Да, по-моему, ничего не упустил. Все как есть, так и есть, да. Я Коля, NDS Flavor. Рад приветствовать, Серег, тебя. Отлично. Ответить на все вопросы вообще, которые тебя интересуют. Круто, круто. От чистого сердца, короче. Я даже рад, я в натуре, мне приятно, короче, что хоть кто-то что-то хочет у меня спросить. Так что это мое, можно сказать, первое интервью. Я давал пару интервью до этого, но они такие были. Для каких-то там студенческих проектов. Тут, я думаю, можно пообщаться, короче, как есть. Да-да. Окей. Первый вопрос. Как ты хочешь, как ты понял, что хочешь заниматься рэпом на серьезном уровне? Как я понял, что прям хочу на серьезном уровне? Мне кажется, я до сих пор не понял, типа, что я хочу заниматься, типа, рэпом серьезно. Потому что, знаешь, типа, что значит серьезно? Серьезно это когда у тебя есть концерты, когда у тебя есть какие-то там стримы и все такое. Да нет. Типа, когда ты, короче, всегда в обойме, когда ты, короче, я понял, серьезно, но просто вот вчера буквально пересматривал, короче, фильм 50, «Разбогатей или сдохни, пытаясь». Ну и, короче, просто смотрел его и понимал, что... я просто помню, когда он в 2005-м, это было 20 лет назад, когда я первый раз его посмотрел, я подумал, я буду заниматься серьезно, типа, рэпом, короче, типа. Я сразу же написал какой-то первый текст. Мы смотрели с нашим братом двоюродным, короче, этот фильм. Я говорю, слышь, все, Толян, короче, нам надо написать, давай каждый пишет по тексту, короче, все, надо, типа, делать рэп. Я тогда бросил брейк-данс, короче, просто пошел, купил себе пистолет-зажигалку, беретту, короче, и все там, что-то стал. Мы начали там курить и, типа, стигать за этот рэп, короче. Ну и потом, типа, мне кажется, что я до сих пор, типа, не начал им заниматься серьезно. Для меня это мне просто помогает, типа, очиститься, короче. Вот кто-то ходит к психологу, кто-то в церковь, знаешь, кто-то, короче, а я вот просто прихожу к бумаге, короче. Я просто пишу эту тему, и, все, это вот на этом моя серьезность, короче, заканчивается, типа. Просто мне хочется, чтобы оно было тоже где-то, типа, для кого-то. Типа, потому что я знаю, что кому-то это нужно, короче. Я думаю, я не должен это прятать, короче. Что получается, то я выдаю, короче. Огонь. Но пока не серьезно. Значит, 20 лет назад, можно сказать, ты начал писать рэп, сразу как посмотрел Get Rich or Die Trying. Да, только поначалу это было, знаешь, типа я написал вот этот текст и все. Потом, конечно, я не писал никаких текстов, пока не познакомился с Витьком Лицедеем. Но это отдельная долгая история. Там появилась студия звукозаписи, и мы искали клиентов. Нам, короче, подфартило так, что типа есть студия рокерская, они ей особо не занимаются. И мы выбили несколько дней в неделю, которые для нас будут типа за минимальный прайс.
Но нам, чтобы это окупать и самому тоже получать какие-то деньги, нам надо было найти клиентов. Первый клиент оказался Витек Лицедей, с которым мы потом читали всю жизнь рэп. Типа он сейчас просто уехал в Питер, типа мы вот виделись в позатом году. Короче, супер мой близкий кореш. Он был первым клиентом этой студии. И он пришел туда, а я остался типа за старшего, меня оставили, так как типа я интересовался рэпом. Говорит, все, Колян, ты будешь, короче, сидеть там, следить за этим рэпером, будешь с ними типа общаться. Пришел Витек весь в G-Unity, короче, в джинсах, там, в широких, в кроссовках. И все, у него было 2 текста и 2 минуса. И он эти 2 текста и 2 минуса, а мы еще не понимали, что делать на студии. Вот студия есть, а что на ней делать, хуй пойми. Мне показали, типа, как все включить, и чтобы был звук. И он ходил, короче, с микрофоном и просто напевал эти 2 текста долго. Так долго, что я их выучил, короче. И в итоге мы начали, типа... Я говорю, блин, у меня тоже получится. Мы первые разы выступали, мы читали один и тот же текст вдвоем одновременно. Мы даже не понимали, что такое, блядь, бейки. Что-то, что значит, типа, у каждого должен быть свой куплет. Я даже, я был настолько далек от этого, типа, что я даже, не понимал. Это у Витька были вот эти 2 куплета, короче. Для меня это казалось, что чем-то пиздец. Но потом, когда, типа, мы раза 2 или 3 выступили, мы поняли, что, типа, надо тоже какой-то рэп писать. Я тоже начал его писать. И все, мы каждый день этот скилл сточили, короче, мы просто друг другу показывали эти текста. Ну и так вот. Круто. Я просто ушел от вопроса маленько. Не-не-не, да, как раз-таки очень интересно в деталях, как ты начинал. Вопрос именно как раз про то, как у тебя начинался весь процесс, как ты начинал делать рэп. Я просто вдохновился жестко, короче, типа, я всегда танцевал брейк вообще, типа, брейкданс, типа, я как только переехал в Томск, первое, что я начал искать, это где можно танцевать брейкданс, потому что, что-то, я не знаю, каким образом, я увидел, там, что Юди выступают, я попал на концерт Юди, и я просто попутал, я подумал, да ну нафиг, типа, целый БКЗ, большой концертный зал, полный, типа, народу, были взрослые типы, и дети, и моего возраста, но я был один из самых младших, короче. И я просто увидел брейкданс, и я начал искать, попросил бабушку, я приехал сюда к бабушке вообще, от матери. И типа говорю, бабушка, отдай меня на брейкданс. Я помню, что на первый брейкданс я ходил, я сдавал, по-моему, 80 рублей за месяц. 80 рублей стоили тренировки. Добрые времена. Люди, короче, пацаны брали у своих матерей с пиджаков вот эти вот, блядь, наплечники. Они их вырезали оттуда, либо, не вырезали, они, по-моему, вот так вот. Я помню, мои бабушки даже не валялись просто так, эти наплечники. Они брали эти наплечники, вшивали их себе под футболки, и чтобы делать гелик на вот этом ублюдском полу спортивного зала, из которого, там, звезды, гвозди торчали, короче. Мы делали гелик. Да, и нашивали вот эту сетку антимоскитную на шапку, чтобы она скользила лучше по вот этому полу. Но это было жестко, но мы очень хотели заниматься. И потом что-то вот этот рэп. Типа я всегда был около хип-хопа. Но для того, чтобы там... Мне просто не о чем было сказать, короче. Но когда я посмотрел этот фильм, я так же, короче, типа, как у 50 Цента, короче. Значит, мне тоже есть о чем сказать. И мы начали прикалываться. А ты сказал, переехал в Томск. А откуда? Со Стрижевого. Это город Томской области, Стрижевой. Он такой, типа, молодой город, я не знаю, сколько ему лет, но не больше 70 точно. По-моему, 45 лет или сколько он. Город нефтяников, да? Город нефтяников, да. Типа, город, куда там был такой, даже не знаю. Я дожил там до 3 класса и свалил в город, из которого все мечтают свалить, короче, побыстрее. Короче, как я жил, я просто жил со своей матерью, но это была такая же туха, как бы, своеобразная. А бабушка у меня уже к тому времени была в Томске. И она хотела очень, чтобы я переехал, чтобы я, типа, начал учиться в нормальной школе, чтобы, типа, там, я перестал жить, типа, в Стрижевом. И практика реально показала, кто быстрее уехал с Стрижевого, у тех, как бы, жизнь лучше. А те, кто, пацаны, которые приезжали, помню, в 16 лет с Стрижевого, они как дикие смотрели вообще, просто в ахуе, типа. Потому что они играли только в чирик в подъезде, в игровые автоматы, и так, хуй знает. Понял.
Вопрос, довольно личный вопрос. Ты рассказал очень интересно, как ты начинал делать рэп. А какое событие запомнилось тебе больше всего, кажется тебе знаковым, про которое ты бы хотел рассказать? Короче, самое знаковое событие, просто, ну, наверное, это вот появление трека «Тысяча сучек», и когда Дизоморфин Brothers, это Рома Дакер и Саня Гвоздь, Bake It Milk, подтянули, ну, услышали этот трек и подтянули меня, типа, говорят, дай нам акапеллу, мы сделаем ремикс. Они сделали бодрый ремикс, вообще четкий. И это как-то там попало в руки капелле Роме, короче, которую я там вообще просто безмерно уважал до сих пор, типа, ну, когда меня спрашивают, кто еще в Томске, типа, крутой, я говорю, в смысле, ну, вот молодые ко мне приходят на студию записываться, они всегда спрашивают, а кто в Томске еще крутой? Я начинаю им перечислять имена. Такие, бля, мы даже их не знали. Я говорю, что, не знаете Рому Капеллу? Не, мы его не знаем. Я говорю, вы что, гоните, что ли, типа? Он сделал ремикс на «Тысячу сучек». Такой слово ремикс тоже вообще супер бодрый. Ну и, типа, для меня это был, знаешь, типа, разъеб. Я тогда подумал, да ну нахуй. А так, в целом, наверное, каждый чувак, с которым я познакомился на протяжении творческого пути, это ну, знаковое событие. Вот типа Шип, Whitestone, Килобайт, ну, вот группа Контора, там, Вантон, Витек Лицедей, Ларри, блядь, Фубу, Эскилзамол, Гэри. Типа, каждый человек, с которым, типа, пришлось поработать, это, ну, знаковое событие, типа, вообще в хип-хопе для меня. На творческом пути. И так вот, я не знаю, никаких знаковых событий. Какие-то там супер деньги мне никогда там, ну, ну, это не может быть знаковым событием. Ну да, я помню, я тебя помню по форуму ДРД, запомнился образ, что ты никогда не гнался за деньгами, что у тебя подход, что креатив first. Изначально было так. Изначально было вот ДРД, да. Тоже знаковое событие, если воспринимать как вообще переход к тому, чтобы я начал записывать именно треки. Вот ты меня спрашивал, типа, как я начал писать рэп. Я рассказал, да, что я просто какой-то текст мы писали там. Я говорю, тема у нас будет улица. И мы записали текст. Я помню, типа, на улице я свободен, как птица, могу воды напиться, а могу там, что-то не помню, короче, какая там была рифма. А чтобы прям записываться, был такой прикол, что на ДРД у меня даже не было своего ника. Мы писали с ника 2005. Мы просто там угорали над чуваками, постоянно там какие-то злостные комментарии писали. Подъебали вообще все вот это, типа, рэп. Короче, нормальная тема на ДРД. Да. Типа, стебались, типа, над этим приколом. И там был, короче, какой-то рэпер молодой. Просто он там, типа, анонсировал то, что он там выпускает микстейп. И я смотрю этот микстейп, там куча народу всяких крутых. Я уже к тому времени знал Шипа, там Юрло, ну вот, еще каких-то там чуваков, короче, что думаю, типа, бля, даже они у него там на фите, типа, все, у него там вышел микстейп, супер куча там комментариев, там же все числилось комментариями, там не было лайков, типа, там было количество комментариев. Если, типа, в теме очень много комментариев, значит, там, ну, идет горячее обсуждение, Да. значит, там надо стопудово быть. И все, у него там хуево туча комментариев. И мы, короче, мы всегда зависали на одной и той же квартире. У нас другу снимали квартиру лет с 15. У него мать жила в другом городе, как раз-таки в Стрижевом. А тут его на учебу отправляла. Все стрижевчане отправляли на учебу своих детей так или иначе сюда. И все, и мы снимали хату. И мы зависали там. И все, и что-то в какой-то один из вечеров, также веселых, короче, мы там стегали с этого ДРД. И я говорю, слышь, да ну нафиг, типа, какой нахуй рэп, типа, у них вообще не рэп. Вот у нас тут рэп. Я попросил пацанов просто давай, включай записи. И мы сняли какой-то видос, где я минут 8 или там 16, я уже не помню. Ну, короче, длинный такой видос, где я просто всякую хуйню стигаю. Я, ну,
никогда не записывал рэп, короче, я просто его курили, мы пили пиво и просто стегали на ходу. Я давай издеваться над этим чуваком, короче, говорю, да ты вообще... Ну, я не помню, что там было конкретно, но это очень долгое видео. Мы просто набрасывали хохмы. В то время еще, как бы, мы молодые были, и это хохмы за хохмы, типа, просто ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Закидываем туда этот видос, в эту группу, все, короче, в ахуе, типа, да что вообще за тело, типа, нахуй, кто это такой там. А нас это вообще, ну, очень задело. Мы думали, типа, ну, мы в то время думали, что нам море по колено, что мы такие крутые типы, короче, что вообще, как так, какие-то вообще лохи там, что-то там нам могут предъявить, типа, ну, типа, это вообще перх. Ну, короче, у нас было такое мышление. И вот, но все равно нашлись, короче, какие-то типы, которые с нас начали рофлить, и нас там, типа, поддерживать. И в итоге этого рэпера, это был Devil MC, я не знаю, помнишь, что такое? Devil MC, MC Окей, Тиамо. имя знакомо. Devil MC, его это задело настолько, что он записал на меня дис под трек Эминема Mockingbird, какая-то шляпа. Я помню, там были какие строчки. Чтобы читать, как мы, тебе нужны годы. Он пытался исполнить этот припев ебучий. А я вообще не люблю Эминема. Ага. Этот бит уебищный, он так уебищно зачитал. Меня это вообще жестко разорвало. И я, короче, нашел бит Grave Diggers, как сейчас помню. Пошел на вот этой студии, на которой мы уже там что-то там мутили. Я докопался до этого главного рокера. Говорю, чувак, мне пофигу, короче, да, ты нам включаешь просто микрофон, мы там ходим, репетируем. Это была репетиционная точка, это не студия звукозаписи, а реп-точка. Я говорю, мне не важно, говорю, какое качество будет, мне надо записать свой голос и под этот бит. Он такой репу почесал, короче, говорит, да, мы можем это сделать. И все. Объяснил мне, как это сделать. Я написал быстрый текст, короче, жестко его там как-то там задрочил я этого типа. И, ну и выкинул, типа, ответный дис на Devil MC. И все меня поддержали, короче, все говорят, нихуя в натуре, вот это типа бомба, типа, вот этот тип в натуре дает. И меня это так устануло, короче, что вот, все, я до сих пор читаю рэп. Круто, круто. Devil MC вообще хуй знает, где существует вообще, я не знаю, где он, его нету больше. Он потом даже Уничтожил. признавался. Короче, биф был за тобой, я понял. Да. Я пропустил этот момент. Я в основном по диагонали смотрел, что происходит на самом форуме. Интересно. Ну, это было прикольно вообще. Хотел спросить про твой знаковый трек «1000 сучек», про который ты упомянул. Я помню, что ты выкладывал не один ремикс, это было, по-моему, 5, 4. Даже, да. Расскажи, Как все получилось? откуда они взялись и почему их сейчас нет на стримингах? Короче, как они появились-то? Изначально вообще, я же всегда был, типа, за old school, за, блядь, underground, за вот это вот. Тогда были модные эти слова, и я думал, что это круто, потому что я и общался со всеми пацанами, которые со старой именно школы, ну, там, Шип, Контор, Whitestone. А Whitestone вообще у него была такая фича, что, типа, я помню, у него был Nissan Zephyr 96-го года. Это первые наши знакомства. Он приезжал с Юрги, мы катались по городу, типа, там, тоже там, курили сигареты и слушали рэп. И я говорю, говорю, Nissan Zephyr у тебя вообще такая прикольная тачка, вообще круто, типа. Он говорит, да, 96-го года, как рэп, типа, младше которого я не слушаю, типа. Я вот, типа, строго слушаю то, что до 96-го года выходило, я вот это дальше уже, нахуй, типа, мне не нравится. И у него всегда играло что-то такое старенькое. Ну, с таким приколом. А 1000 сучек мы выложили, мы уже, кстати, с Вайстоуном, да, с Вайстоуном, мы уже зависали на его квартире, мы на его квартире, была же у нас период астронавт-запись, типа, у Лари была студия, типа, самая топовая студия в городе, но она была реально коммерческая. Я не скажу, что там много вообще треков записал, но какие-то треки, да, я там записывал. Но все равно это был привычный мне стиль. А когда мы начали зависать у Вайстоуна на хате, короче, Вайстоун тогда поразил Arab Music. Помнишь Arab Music, который уярил на MPC? Вайстоун купил такую же MPC, типа, ты говоришь, блядь, нихуя тип все-таки шпарит, типа, надо вот попробовать такой звук. Но он тогда этот звук еще не умел делать.
А я, короче, начал такую тему, что-то появился рекросс, вся вот эта тема, я начал это все скачивать, слушать, скачивать эти биты, Мигас, короче, Мигас Версачи, помню, бит. Мы сделали трек на бит Мигас Версачи, сделал какой-то трек на рандомный, не знаю, Glow бит какой-то, ну, я сделал 1000 штучек, и сделал еще какой-то трек. Но все это было, 3 трека эти были в новом звуке. И тогда появился ВКонтакте, и я начал выкладывать это на стене. И, короче, мы с Вайсоном опять сидим, записали этот трек, и я говорю, да, блин, качает, говорю, но это вообще непривычное дерьмо, типа, для меня, я не знаю, я ссу это выкладывать, вообще меня, типа, задраконит за это. Он говорит, да что ты гонишь, типа, крутые треки, давай выложим, давай выложим. И он меня уговорил, мы выложили эти треки? Я говорю, слышь, Вован, не, все равно какая-то шляпа, говорю, блин, я не хочу этого, давай удалим. Он говорит, да ты что гонишь, типа, я это сводил, типа, я над этим трудился. Типа, давай в фифу, говорит, сыграем. У него тогда PlayStation была 4. Говорит, что, давай в фифу сыграем пару матчей. И потом зайдем, посмотрим, если комментарии будут талые, короче, то реально удалим. А если нет, то, типа, оставим. Я говорю, ну, давай. Все, мы сыграли в фифу, короче, пару матчей. Не знаю, там, часик, может, прилетел. И мы заходим обратно. А там нам все, типа, вау, нихуя, типа, прикол. Ну и все, мне тут же написал Санек, Bake It Milk. Говорит, блин, а есть акапелла, типа, этого трека, крутой трек. Я дал ему. Все, они с Дакером сделали сначала первую версию оригинальную. Потом Капелла сделала словую версию вот этой оригинальной версии. Плюс они каких-то типов, Ink Boys. Это типы, по-моему, с Харькова, с Украины. Какие-то модные тогда трэп-битмейкеры. Им попала эта капелла тоже. Они им скинули, они сделали ремикс. И 4-й трек на этой мини-EP был трек большая ма, это все, моя ма, блядь, или как там, это все для моей ма, это все для моей ма. Честер, короче, тоже пробовал себя в новом звуке. Еще до вот этого там мой друг Владимир Путин, но уже такое, типа, это все для моей ма, для моей ма. Что-то какой-то такой был трек. Типа, они посчитали то, что это по тематике сходится. Типа, давайте его, типа, засунем тоже как бонус-трек. И все, его засунули. Получилось такое EP, она так официально и не вышла. Я не спрощу сейчас, наверное, те биты. Я долго добивался, чтобы 1000 сучек оригинальной версии появилась вообще на стримингах. Ну, типа, но в итоге я добился. Хотя бы она есть в новой обложке, типа, спасибо. А остальные не оказались на стримингах, потому что из-за копирайта? Да нет, я просто не заморачивался, я не знаю Ink Boys, я у Капеллы не спрашивал, типа, бро, а ты можешь дать вавку? Кстати, можно попросить, но... Конечно, нужно. Это было 12 лет назад. Я говорю, если ты мне дашь вавку, типа, Screw and Chop ремикс, типа, 1000 сучек, было бы приятно. Можно попробовать, кстати? Да, обязательно. Идея, реально, что-то я стеснялся об этом даже подумать. Я бы хотел, чтобы ты прям все их собрал и прям то, что было, выложить везде. Меня этот трек просто мандроню постоянно за этот трек, типа, что он, типа, это не то, с чего бы я бы хотел, чтобы за что меня узнавали и знали, типа. Но стрельнул он, что поделать, типа. Но да, я бы хотел, чтобы, типа, какие-то другие треки. Хотя другие треки я даже не могу назвать, какие были круче. Но это реально крутой. Пацаны, слушай, раз мы говорим про конкретные твои треки, я тебя хотел спросить про трек с твоего альбома Why. Мне очень в душу запал, я тебе про это уже говорил. Помнишь, как ты писал этот трек и как это получилось? Короче, там что-то, я помню всех, я помню всех, с кем вместе верил в успех, с кем в подъездах на газетах спал, с кем тратил и ел. Там есть такие строчки. Вот этот куплет, вот эти куплеты, они бы... там же как получилось? На этом треке типа 4 строчки идут, опять припев why, почему, потом опять идут 4 строчки, потом why, почему. Если так в сухом остатке взять куплеты, там, наверное, куплет-1,5. Я не помню, сколько там строк. И все размножено с припевами. По сути, это старый куплет, который как-то у меня все хранился и хранился. И я, короче, вот этот бит Дамбо Шаути, это новосибский парень, молодой чувак, он делает такой мощный звучок, ему вообще большой респект.
Я у него просто спалил как-то этот бит, и я, ну, мне сразу, типа, напелся припев «Why, why, why, why», почему, я хотел, типа, мне очень понравился вот этот там ту ту ну 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 я очень хотел какой-то припев на него завалить, но не мог придумать, но было просто «Why, why, why, why». И я думал, бля, ну ладно, окей, если такой припев, то какой куплет-то? О чем я хочу спросить? Типа, ну и вот. И посмотрел, какие куплеты у меня есть. Смотрю, блин, у меня есть старинный куплет, который я не мог никуда присобачить. Типа, вот, он же идеально подходит к этому припеву. Типа, я просто его разделил, и получилась такая песня. Типа, ну да, типа, я спрашиваю, типа, хуй пойми, у чего. Типа, как так вот? Типа, ну Мгм. да, А мне тоже нравится этот бит. сам куплет, Хороший. который туда взял, помнишь, как его писал? Абсолютно не помню. Ну, иногда бывает, просто рефлексируешь, типа, о чем-то. Надо просто переслушать этот трек. Я сейчас, ну, если бы я его переслушал, короче, я бы, может быть, вспомнил. Но, бля, Мгм. сейчас время, типа, это забивать не надо. Ну, просто не помню, короче, как это получилось. Окей, окей, принято. Э, Давай тогда я тебя спрошу, в целом, как у тебя процесс написания выглядит? Ты заходишь на студию, наваливаешь фристайл, ты сидишь, морочишь Новая, текст на блокноте. новая техника, короче. Вот иногда с Гэри прикалывались, типа, ее юзали. И так пацаны сейчас молодые все ее юзают. Новая техника, типа написания рэпа, когда ты не держишь в голове текст, и ты его не пишешь изначально. Когда ты играет бит, такой, ну, я не знаю, да-да-да-да-да-да-да-да. Записали, типа оставили, да? Мгм. А потом опять играет бит, типа, и ты думаешь, что тут въебать еще? И ты делаешь следующую строчку, типа панч на панч, 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 панч. Типа, ну, да, это в режиме фристайла, можно назвать это фристайлом, типа. Я так записал go get it, go get it, go get it, что там снова мини-квартире, что-то машем тысячами в магазине, набираем, мне все стабильно. Это я писал вот так вот фристайлом. Я типа здесь был, кстати, на студии. Я записывал строчку за строчкой, строчку за строчкой. Просто типа строчку придумал, пошел, что-то отвлекся, покурил, там, я не знаю, пока не придет следующая строчка. Приходит следующая строчка, ты ее сразу записываешь. Можешь сразу там подряд 4 где-то там. Но в любом случае это будет строчка, 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 строчка. Типа панч, панч, панч. Чтобы была каждая строчка, отдельно ее возьми, и она будет прикольная. Вот любую выдерни, типа, вообще из 16 строк 15 убери, возьми одну, любую. И она должна быть любая прикольная. Типа, новый, типа, стиль написания. Но так мне более привычен, когда я нахожу какой-то, ищу биты, сотку этих битов, блядь, прослушал, нашел какой-то реально прикольный, который тебя на вот эти 30 минут, он тебя точно удержит. Ты такой бах-бах-бах, если первая строчка появилась, то и от нее идешь, 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 и в течение часа пишется куплет стопудово. А так, чтобы что там, бывает, бывает по-разному. Бывает вот как свай. Я нашел бит, типа у меня не было изначально никаких ни мыслей, никаких типа строчек под это. Но я подумал, бля, вот типа если бы я залетел на такой бит, это было бы просто прикольно, типа просто интересно. И все, и мне я слушал его, и в голову нихуя не приходило, кроме этого вай. И вот я подобрал из имеющихся куплетов каких-то. Потому что часто бывает, что ты написал куплет, и через 2 дня он тебе перестал нравиться. Мгм. Ты его оставил, уже не удаляешь его, все равно оставляешь. Но потом когда-нибудь придешь и думаешь, бля, тут чуть-чуть изменить, и уже будет ништяк. Так, Мгм. чтобы там собирать. Так, Круто. как быстрее стараюсь. А скажи мне, ты знаешь про такую технику? Здесь, в Штатах, довольно популярно. Я, по крайней мере, смотрел много интервью местных рэперов, и все, точнее, многие говорят про технику журналирования. Это как? Если,
Если я не ошибаюсь, просто берешь блокнот, записываешь какие-то мысли просто в процессе жизни, потом возвращаешься к записям и делаешь из них музыку, рэп. Да, я всегда, ну, как сказать, думал о таком, что типа, ну, я думал, что, наверное, так и делали давно-давно вот эти всякие батловые рэперы, там, которые, знаешь, когда им надо было по заданию сделать какой-то текст, мне кажется, они, какой-нибудь Оксимирон, да, он сначала пишет прозой идею, которую он хочет, типа, выдать. Может быть, она даже будет на нескольких листах. И потом это как-то рифмует и выдает куплет. Но я такой мозгоебал, не. Мне надо вот вайб какой-то поймать, просто бита. Я не текстовик, наверное. Не текстовик. Ну, но хочу тоже, чтобы, типа, слова не просто так там присутствовали, не для, блядь, не для красоты, типа, а чтобы они что-то несли. Ну, вот так вот, что изъебываться, не. Угу, Мне. понял. Что позволяет тебе оставаться продуктивным, продолжать работать над музыкой, даже если что-то происходит плохое в жизни, что-то неприятное? Ну, не... Ну, знаешь, как можно сказать, фишка в том, то, что когда у тебя все хорошо, просто, короче, если изначально просто ответить на вопрос, то вообще охуенно. Когда что-то неприятное происходит, да вообще заебись. Типа, ну, в плане творчества сразу буст идет жесткий, короче. Потому что когда у тебя все хорошо, у тебя, блядь, есть деньги, есть похавать, ничего не происходит, там ты, блядь, куришь, что-то, блядь, гуляешь с друзьями, там, все у тебя классно. А о чем писать-то, блядь? Как у меня все классно, типа, ха-ха, с друзьями классно, все у нас, мы вместе пьем сейчас пивас, ту-туру-туру-ру-ру. Ну, типа, это, ну, нихуя. А вот когда у тебя происходит какая-то хуета, у тебя реально есть о чем подумать, типа, ты же не думаешь такой, блядь, чё же у меня так все классно в жизни, типа, Да. чё же я так чего я наделал, что у меня все так хорошо? А нет, когда у тебя все жестко, плохо, ты такой думаешь, блядь, что я наделал внутри, что у меня все так. Ты начинаешь рефлексировать, думать об этом. Ты на кого-то злой, обижаешься на сам себя, типа, за неудачи, типа, ну, вот эти неудачи, типа, вот эти всякие там переплеты в жизни, типа, они дают самого главного буста для, ну, не знаю, как это звучит, ну, типа, надо страдать, короче, типа, Мгм. чтобы что-то выдавать, мне кажется. Но вот эти чуваки, э, Муцураев, допустим, он, ну, его песни, они такие выстраданные, и ты его, ну, мне такое ближе, короче, типа, я не могу писать о том, как все классно, типа. Если когда я пишу о том, что все классно, мне оно не нравится, типа, Мгм. это, типа, Мгм. мне больше, типа, вот когда все хуево, так вот и ништяк идет. Вот сейчас у меня шляпа, короче, произошла. Я жду суд, допустим. Их там откладывают, переносят. Ну, слава богу, конечно, откладывают, переносят. Но это очень бустануло мое творчество. Я сразу начал писать куплет за куплетом, типа, сразу начал, типа, быстрее, быстрее, быстрее. Надо закончить все, о чем я думал. Ты понимаешь, что, бля, а если тебя завтра, типа, закроют, и, ну, твои мечты, они разрушатся, то, что ты хотел оставить после себя, типа, и ты это не оставишь. И все, начинаешь, аккумулируешь все свои там силы, типа, хочешь закончить, сделать. Я много сразу записал, короче, треков, текстов написал, короче, и, ну, этот буст идет. А когда до момента нехорошего, допустим, вот этого, все было это в режиме расслабона. Я думал, да, блядь, ну, сделаю, ну, да, ну, запишу. Все же ништяк. А когда вот все не ништяк, ты думаешь, блядь, слава богу, что есть время еще что-нибудь успеть. И ты такой, ду-ду-ду-ду, надо быстрее успеть. Короче, блядь, буст идет. Мгм. Лучше пишется, когда все плохо. Понятно. Гораздо. Ну, в общем, ты сейчас в режиме тупака, взял бит, пошел, записал. М? Ну,
ну, быстро пишется, короче, да, типа, если хуякс найдется минутка, типа, чтобы что-то сказать, не найдется, что сказать. А когда у тебя все просто идет изо дня в день одинаково, ну и тебе сказать не о чем. Ага. Окей. Можешь рассказать, над чем ты сейчас работаешь? Может, какие-то крутые проекты, которыми ты хотел бы поделиться? Крутые, не знаю, может быть, и, ну, крутые, не крутые. Ну, что мы работаем? Допустим, вот если опять вернуться к этой ситуации, которая произошла, у меня, ну да, произошла неприятность там 11 ноября. Это 11 месяц, 11 число. У меня счастливое число и мое любимое число 22. 11 плюс 11 это 22. Я верю там во всякую вот эту нумерологию, магию чисел, вот эту шляпу, короче. И я придумал то, что я выложу, сделаю EP, назову его 1111. И потому что все, что у меня пишется последние 3 месяца, это так или иначе, короче, как-то вот касается вот этой сложившейся ситуации. Ну, вот такой проект я готовлю, типа 11-11. Там будет треков 6-7, 8. Может, ну, шестерка бы не хотелось бы я использовать, типа, 6 треков, типа, опять же, число нехорошее. Но вот 8 мне число нравится, либо 11. Это было бы вообще идеально на альбоме 11-11, 11 треков, блядь, которые нахуй говорят об этом. Ну, короче, такой мечтаю сделать проект. Вроде там Мгм. что-то наклевывается. 6 треков, как минимум, я уже сделал на него. А так, по битмейкингу, вот этот релиз, который я там собрал и выложил, опять же, тоже в Кипише, я думал, типа, надо успеть, вот, типа, вот суд, типа, надо до суда похуй выложить, короче. Не стану, типа, пока на площадке выкладывать, типа, выложу на SoundCloud. Сейчас, типа, опять там отложили суд, и есть время. Мы решили с Люх, типа, Стуки Fingers, короче, выложить все официально. Я ему скинул музон, он маленько замастерит, и вот из этой штуки, короче, попробуем все залить на площадке. Будет, ну, типа, как сказать, официальный релиз в 2025 году, первый, инструментальный, типа, main call. А Мгм. так на будущее это прям не заглядываю. Никогда ни о чем не думал. Думал, как бы, просто надо пострелять синглами. Все. Мгм. А сейчас вот решил собрать альбомчик. Main Cola. Main Давай call. поговорим про Main Cola. Кто это, откуда возникла идея и как в целом ты пришел к продакшену? Мгм. Как ты начал настукивать биты? Да, вообще прикол. Ну, типа, я раньше тоже пробовал писать биты на Fruity Loops'е. Ну, писал, даже записывал какие-то треки давным-давно в году, я не знаю, там, да в году 2010. Но я застопорился на одном моменте. Я понимал, что чтобы мне развиться дальше, мне надо все равно какую-то теоретическую базу изучать, типа где-то черпать знания, как-то в этом, ну, расширять кругозор. И остановился, забил на это все. И что-то молодость, веселое время, короче. Я просто всегда понимал, что битмейкер — это в первую очередь усидчивый дома человек, у которого, который будет много посвящать этому времени. Я тогда времени этому как-то не посвящал, вообще дома мало находился, тусовался просто. А тут, короче, с год назад или, может, два, Антоха из конторы, там их два Антона, вот есть Антон Килобайт, который изначально битмейкер, а есть Вантон. Он мне подогнал вот этот SP404A, потому что Антон, это он мне так говорил. Говорит, вот, типа, на, братан, говорит, я не разобрался нихуя, разберись ты, потом меня научишь. И уехал на Ребу. Ну, и я, знаешь, типа, чтобы не ударить в грязь лицом, я подумал, ну, блин, если мне досталась такая штука, я бы никогда бы ее себе бы не купил бы. Но это же, типа, одно из любимых устройств Паши Техника, а его я вообще уважаю. И Антоху тоже его уважаю. А Антоха уважал Пашу Техника. Я подумал, бля, прикольная штучка, как бы. Она приятная даже вот на ощупь. И, ну и типа, как сказать,
ну, я не мог, типа, ну, как у меня лежит такая коробочка, типа, а я не буду к ней прикасаться, типа, не буду изучать ее, типа, я начал ее изучать, и все, я понял, что, в принципе, она не такая уж и сложная, типа, тут ограниченная возможность твоих, ну, блядь, короче, эта штука ограничивает твои возможности в битмейкинге, но за счет этого появляется какой-то свой именно, ну, тебе надо проявлять какую-то креативность, чтобы создавать биты, короче, на этой штуке. Мгм. Ну вот мне это все понравилось, короче, я стал, типа, юзать ее. Ну, не скажу, что у меня супер биты какие-то там охуенные, но просто меня сам факт радует того, то, что я ее изучил. Когда Мгм. Антоха вернется, я смогу ему объяснить и обучить его. Ну все, а мейн Круто. кола, типа, ну, типа, мейн кола, типа, главная кола, знаешь, типа, когда куст растет, у него есть, типа, главное, типа, вот эта кола, она всегда ценилась, блядь, у всех там, вау, блядь, мейн кола. Я подумал, типа, ну, какое-то такое... Звучит, не нравится, как, типа, мейн кола, типа, пускай будет мейн кола, типа. Гэри всегда говорил... Да, Гэри еще всегда что-то говорил, что, типа, бля, такой, ну, говорит, да, прикольно, говорит, но ник как-то хуй знает. А мне нравится, наоборот, я, короче, оставил. Ну вот, Мгм. шубит ты, Окей. нравится. Ты сейчас на студии, и, может, ты расскажешь про студию, про то, что вы работаете с Нуки, ты записываешь молодежь. Да, это вообще прикол. Ну, типа, Ноки красава в том плане, что это студия Buzz Records, короче, называется она. Ее пацаны, мои знакомые, так-то открыли еще давным-давно, года, наверное, 3, если не 4. Они все здесь делали, типа, будку, ну, там, все в своем антураже, короче, ковры, какие-то картины. Ну, любили это место, короче, облагораживали его как могли. Но со временем тоже там какой-то народ отвалился, кого-то там не стало, грубо говоря, кто-то уехал. Ну, короче, все пришло в какое-то забвение. И был Илюха Нуки. Нуки тоже, типа, сделал себе студийку, короче, все у него так красиво. Мы были у него в гостях, мы всегда смотрели у него, типа, ну, по крайней мере, я был у него один раз, наверное, или два. Блядь, Нуки в натуре, блядь, охуенный, типа, ну, у него приятно, короче, но у него мало места было. И, короче, тоже случилась какая-то тема там, где он снимал студию. Он снимал... Там тоже был доступ, типа, постоянно 24/7, типа. Но там, за стенкой, приехал какой-то чувак, короче, блядь. И он, типа, блядь, а мне вот тут сдали, типа, помещение, я тут буду работать и жить. А Илюхе он вообще, типа, ну, не вперся, короче. Этот чувак, как-то он, типа, покрепился, может, там месяц-два, и подумал, ну, нафиг, короче, надо съезжать. А типа, куда съезжать? А у нас тут место Буран. И вообще, ну, все уже, все приходило, короче, в упадок. Он говорит, типа, не против, если я, типа, свой стол привезу и, типа, весь свой сетап, типа, поставлю, типа, вот, за моей спиной. И, типа, ну, буду также, типа... У нас как? У нас, типа, нас человек там 8-10. Мы скидываем копейку за аренду этого помещения. И здесь у каждого есть ключи. Каждый может здесь что хочешь делать. Ну и все, Илюха также, типа, вклинился в банду. И все. Но Илюха, типа, он рукодельных дел мастер, короче. И он все сделал вообще просто, ну, четко, красиво, короче, что не стало стыдно приводить людей. Когда эта шляпа произошла 11 ноября, у нас же тут даже был обыск, короче. Мгм. Типа, когда менты залетели, типа, они вообще в ахуе, короче. Они ждали одного, а получили вообще совсем другое. Типа, помещение, в котором воняет краской, типа, чуваки, блядь, в комбинезонах, блядь, ну, Илюха в тот день в натуре рисовал тут граффити. Типа, вот это вот граффити, типа, за моей спиной, Ага, типа, круто. Rest in Beats, короче, не знаю, там не видно, короче, блядь. Видно, видно. Ну, это, ну, это. Когда эта шляпа вся закончилась, короче, все там прояснилось, мы доделали ремонт, сделали барную стоечку, нарисовали на стенах граффити, короче, убрали лишний хлам, оставили только самое нужное. И, типа, ну и чё? Чё делать? Больше нельзя по-граждански, типа, надо бабки
путем каких-то зарабатывать. Ну и все равно, типа, студия есть, типа, чё бы нет. Я выложил объявление на Авито. Мне в тот же день написал уже ну, на следующее утро я проснулся, мне уже, то есть ночью написал чувак, типа, йоу-йоу, есть время, типа, прям сегодня там записаться, не сегодня. Они пришли, оказалось, там, это молодые студенты, у них там какой-то проект, типа, для университета, им там надо срочно записать альбом, у них горят сроки. Они начали там каждые 2 дня ко мне ходить. И им очень нравилось. И они рассказывали, типа, блин, ништяк у вас, типа, на студийке, типа, ну, типа, вайб, типа, крутой, типа, мы были там-то, 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 там, эти там не пришли вовремя, эти там ну, какие-то негативные, эти там студия хорошая, но мало места, до туда там далеко добираться, вот этот там какой-то лох, этот много берет, а мы поставили вообще дешевую цену, и все, и народ попер, короче. Я много, ну, они привели многих всяких разных ребят, я многого позаписывал, я себя вообще почувствовал. Ну, не в своей тарелке я был точно, я всегда нервничал, я, короче, намывал полы, блядь. Ну, если сегодня клиент, я там мою полы, блядь, убираю все, пыль протираю, но очень переживал, чтобы они, короче, пришли все и, типа, были счастливы. Потому что реально приходила девчонка, ей лет 14, с батей. Я думал, ну, может, батя все-таки посмотрит на меня и подумает, ну, типа, все, вроде нормальный парень, типа, поеду по делам, типа, приеду там через 2 часа. Но нет, он остался, он сидел прямо за моей спиной, я записывал вот эту дочку ее, короче, мне было так жестко. А я еще в кофте был такой, она вся в этих, в конопляных листах, короче, такая, блядь. Я пиздец себя неловко чувствовал, ну, блин, батя, типа, сори. Но в итоге потом обстановка, типа, нормально стала. Я смотрю, короче, я просто вижу то, что в отражении стекла студийного вспышка, блядь. Думаю, раз вспышка, два вспышка, думаю, что за хуйня. Я оборачиваюсь, смотрю, а он снимает, короче, эту свою дочку. Ну и все, мы там разбазарились, типа, эта песня была куда-то там на свадьбу. Они там заказывали. Ну, в итоге я понял то, что, ну, я нормальный чувак, я могу взаимодействовать, типа, с людьми, типа, с разными, типа. Ну и вот сейчас поменьше что-то народу пишет, я не знаю, может, какой-то период такой. Но вот ноябрь-декабрь был прямо это, активность студийная. Всяких разных ребят. И уебков тоже, кстати, я встречал уже. Повстречал несколько уебков. Ага. Ну, там, один не заплатил за запись, одни просто проебали мозги. Сначала опаздывали на 1,5 часа, а потом вообще просто не приехали. Один тоже что-то крикнул, типа, вот давай там, я приеду. Договорились, я приехал в тот день, а он мне больше даже не написал. Он не приехал и больше даже не написал. Я вообще ненавижу таких людей, которые, типа, ну, с которыми конкретно договариваешься за время, место, и они там не появляются. Ну, типа, мы не в Москве, нахуй, чтобы так проебываться. Мы вообще в городе, в котором, ну, за полчаса можно пиздец делов наворотить. Вопрос, вопрос от продюсера моего альбома Shoutout to Квадис. Ого. Кто из кого то записывал молодежи публикует музыку, может, назовешь имена, кто прям делает, что тебе очень нравится? Короче, знаешь, в чем у них, я не знаю, как это, свой какой-то прикол. Они реально ники, да, ну, я раньше, типа, ну, свой ник, типа, употребить в тексте, типа, йоу-йоу, NDS Flavor, мафака, там, знаешь, просто сказать в начале трека, типа, но это для меня как здрасте, как рефлекс уже, я хуй знает, начинается бит, типа, я это говорю просто рефлекторно, и я потом прошу звукоряда где-то там отрезать это, нахуй, типа, это здесь неуместно. А они вообще, ну, у них нету этого в культуре, свой ник, ну, произносить, либо пусть мне не так интересно. Ну просто, типа, я не назову имен, я назову девчонка неисправность, короче, у нее ник неисправность. Она у меня не записывалась, но у меня записывался парень, который делал с ней фит, и он мне показывал ее демку того трека, который они, ну я не знаю, наверное, еще не выпустили. Вот это вообще, я не знаю, ты знаешь группу Guano Apes? Помнишь, такая была? Я даже не помню, какие у них там были треки. Я помню только один трек и один какой-то клип. Я помню, что меня поражала там вокалистка. Она, типа, мощно там исполняла.
И вот эта неисправность мне напомнила ее. Я подумал, бля, это как мужик какой-то, типа, ну, девчонка, ей лет, может, 21 или там 19. Ну, короче, молодая очень. Как мужик ебашит. Мгм. Да, прикольно, типа. А так вот прям каких-то имен, которые меня поразили, я не назову. Есть пацан, Леха Шатохин, по-моему, у него фамилия. Такой длинный, молодой такой, бля, в широких штанах, кудрявый. Мне нравится, что он делает, но я его даже ник реально не знаю. Типа, он прикольный чувачок. Потом Мгм. как-нибудь что-нибудь сделаем. Он как OG Будда что-то делает. Ну, такое, жестит, короче. Но мне они понравились. Они вот по вайбу хороший, важный, видно. Мгм. Ну, я думаю, круто, если народ, кто записывает, потом скидывал бы тебе, что у них получилось на стриминговых Ну, площадках. я просил. Ну, допустим, вот эти парни, которые из университета делали этот проект, они реально, ну, то есть с ними я прошел жесткую школу записи, грубо говоря. Типа с рэперами, которые я записываю сейчас, они даже не переслушивают свой предыдущий тейк. Они говорят, пишем дальше, мне похуй, типа, все А, будет ништяк, звукарь сведет. А вот эти ребята, у них был подход такой, нет, запишем еще один тейк, и еще, и еще. Они могли 2 строчки записывать 8 тейков и говорить, что типа, да потом звукарь сведет. Они мне скинули свой получившийся альбом. Я его представлял маленько другим. Я бы его спел по-другому. Я хотя бы не мастер сводить, но я бы представил его совсем по-другому. А там что-то они так намешали, короче, этих голосов, динамика потерялась, короче. Ну, как-то мне не зашло. Хотя предпосылки, хотя я сам хвалил этих чуваков и говорю, бля, это музыка вообще стадионов, это вот топ вообще. Но если бы свели эти дорожки красиво и преподнесли бы их классно, то да. Но тут и обложка, сразу видно, что это нейросеть нарисовала обложку. Ну, типа, нахуй столько стараний, типа, я не знаю. А в итоге не очень. окей. Вот так. Что бы ты хотел от 25-го года? Какие пожелания к наступившему году? Вообще жесть пожеланий, короче. Я бы хотел, во-первых, чтобы у меня у братишки, у младшего, короче, все было ништяк. У меня младшего братишку сегодня там тоже новость произошла неприятная, короче, тоже произошла очень дикая шляпа. Я надеюсь, ну, короче, хочу, чтобы его не посадили. Ну, я хочу, чтобы меня тоже не посадили в 25-м году, и все. А так, ну, я бы хотел свадьбу сыграть, и до ребенка я бы хотел бы уже, блядь. Ну, а так, рэп, не рэп, он никуда не денется, типа. Рэп — это рэп. Ну, типа, я его по-любому буду делать, типа. Мгм. Он у меня есть. А вот многие вещи, которые надо будет делать, я, блядь, не делаю. А рэп Ой, никуда не денется. окей. Какие-то там суперпланы, я, типа, ну, не Все срок. получится, я уверен, все получится. В правильном направлении ты движешься. Ну, дай Э, бог, дай бог. И, наверное, Мгм. Ну, я говорю, есть все шансы, что все будет ништяк. И, ну, типа, даже то, что вот мы сейчас, типа, общаемся, это уже, ну, дохуя, значит, короче, все будет ништяк. Дай бог. Наверное, последний вопрос. Что бы ты хотел пожелать молодым рэперам в России, не в России? Я думаю, что попробуем донести интервью до англоговорящей аудитории, поэтому пожелания Блин, всем рэперам. я бы хотел бы, чтобы прежде всего, ну, если молодым рэперам, чтобы они держались какого-то курса и не превращали рэп в еблоторговлю, чтобы это, ну, было не для показухи, не для пиздобольства, не для, ну, не знаю, чтобы было честно, короче. Играйте честно, типа не пиздите. Ну и все. А что еще сказать? Ну, не повторяйте ни за кем. Будьте самими собой. Старайтесь найти свой стиль, типа. Я тоже, типа, ну, там, много кем вдохновляюсь, много за кем повторяю, но, типа, если я чувствую, что это реально на что-то похоже, типа, я думаю, ну,
хуйня какая-то. Нет, типа, блядь, повременим, не будем, типа, это делать, типа. Надо делать что-то свое, искать свое. И да, не копировать чужое и не пиздеть. Вот и все. Ну и, блядь, мыть волосы, ёбаный в рот. Знаешь, они, блядь, не моют волосы, блядь. Ну, молодые рэперы, нахуй, я хуй знаю. Так это выглядит жестко, нахуй. Мойте голову, блядь. Неожиданно. Отлично. Будет. Спасибо тебе за твое время. Да, очень интересно, продуктивно пообщались. Я из Сибири, сибиряк это статус. Я мчусь так, чтоб всем досталось. Взрываю в отеле, как Корбан Даллас. Хасалом мама, там он не Даллас. Ребик десил, Марка Найн, он поддержал нас. Респект коллег по жанру. Свои люди по всей России. С их SMP, I wanna see you again. Левом живу среди гиен. Мэпком fuck with me, весы на столе, и все в фольге. Такой олдскул, а чё бы не. В черном шевроле срок много лет. Эй, чтоб дышать легко, надо прокашляться. Не кашу ни под кого, ноги сами подкашиваются. На мой концерт ей придется отпрашиваться. Пока коллеги шлют лажу в WhatsApp, не знаю даже, чё я за пацан.